Я не могу развиваться без интернета, потому что это было бы гораздо дольше. Печатать свои стендапы в газетах и хотеть их раздавать, раскидывать по домам. Я Антон Тимошенко, стендап-комик, сценарист. Я его использую для получения информации, каких-то знаний. Моя сфера деятельности – это работа с информацией. Меня зовут Екатерина Макаревич, я журналист-философ. У меня детский магазин, мне нужно постоянно следить за новинками. Прищепа Оксана, мама двоих детей, двойняшки, предприниматель. Я в интернете провожу порядка 12 часов. Интернет очень сильно связан с моей работой. Меня зовут Шевчук Дмитрий, я разработчик программного обеспечения. Окей, я мушу зізнатися, в мене більше, ніж 10 чатів з моїми друзями. Я Денис Назаренко, я старший експерт аналітичного центру, і ми працюємо з питаннями енергетики. Клиенты в основном пересылают документы именно по интернету, также свяжемся с коллегами, много аутсорса уже. Также я постоянно должна следить за политическими событиями и за новостями. Брюханова Екатерина, адвокат-юрист. Но есть категории людей, которые мне неприятны в социальном обществе. Это, например, наркоманы, преступники. Да, я пошел отсюда. Интернет для меня такой виртуальный мирок, где я сама создаю этот мирок. Чтобы вот у меня были люди рядом, с которыми я согласна, с которыми мне приятно общаться. Я за то, чтобы всю информацию собирать, какая бы она ни была, даже печальная. Світ, на жаль, складається не тільки з людей, які нам подобаються. Через спілкування в інтернеті, через те, що я підпускав людей трішки більше і давав їм можливість розкрити себе, ми дізналися набагато більше один про одного, і тепер ми дружимо набагато більше. По сути, я общаюсь в интернете с абсолютно любыми людьми. Мне нравится с ними спать в дискуссии, нравится спорить. Люди, с которыми у нас конфликты, либо с которыми мы не очень сильно хорошо общаемся, они зачастую немножко по-другому думают, и от них можно получать реально крутую информацию, которую ты от своего хорошего окружения вряд ли получил бы. Хорошо бы, если можно было хоть как-то регулировать вот этот доступ ребенка к такому контенту. Порнография — это еще такая тема, вот типа такая курьезная, смешная. Есть эта вот история с этими играми «Синий кит». 1 на 1 бы я ребенка с этим не оставил. Со мной вместе можем посмотреть, да? Если какие-то вопросы, спрашивай меня. Я просто сейчас вспомнил, как у меня все было. Я все сам просто видел уже, да, до объяснений папы. И когда он мне объяснял, я такой: па, ну типа, я уже все шарю, давай ты не будешь эти вещи говорить. Там бывают иногда такие вещи, которые приводят к психологическим расстройствам. Как минимум изнасилование, да, девушек происходит. Контроль всегда нужен какой-то, ограничивать, чтобы ничего не случилось. Ребенка нужно учить работать с информацией, потому что это в наше время один из самых главных навыков. И если вы будете детей ограничивать вместо того, чтобы учить их, как информацию употреблять, как ее фильтровать и как с ней работать, возможно, вырастет довольно-таки ограниченный человек. І в 90-ті роки, коли я зростав, батьки не знали про технічні можливості навіть того часу, не кажучи про те, що зараз. І подивіться на нас, наче нормальні люди. А з іншого боку, світ рухається знову до якоїсь суперцензури. І ми, як батьки, маємо відповідальність закласти правильні ідеї, щоб людина, дійсно дитина, да, майбутня людина, могла правильно розуміти, чому ці кажуть от так, а тут я бачу ось це. Самое главное, информация должна быть, и мы должны ее контролировать. До определенного возраста у нас есть такая возможность. А потом, когда уже нет такой возможности, мы должны помогать детям правильно анализировать. Мне вот кажется, не контролировать и воспитывать. Это немножко разное. Потому что, ну, что касается контроля, он уничтожает ответственность. Якщо дитина бачить, що в тебе є трекер, який дивиться, де ти лазиш,
а потім ти приходиш і починаєш розказувати, давай, у нас є серйозна розмова, поговорити, вона тобі буде менше довіряти. А це останнє, чого я хочу від своєї дитини, щоб вона мені не доверяла. У нас была фишка такая, моих детей это очень сильно напугало. Это курица, человек, что-то вместе совмещенное. Мама, я тебе сейчас покажу, только закрой глаза, потому что это настолько страшно, и мы никогда не поедем в Японию. Япония это страшный ужас, это все. Я им рассказала, что это выдуманное, это для того, чтобы пугать деток, говорю. То есть мы это обсудили. Нет! Там просто олдскул. Скоро на аватарке будет просто типа пол твоего лица, пол Кока-Колы типа будет нарисовано, или я не знаю. Ты нажимаешь «пожаловаться на рекламу», он такой «хорошо», и просто другую тебе всучивает рекламу. Я вообще не хочу рекламу, вообще эти окошки, я хочу их убрать. Сделайте отдельное место, где все интересное, что человек гуглит, можешь это рекламироваться еще. Пока мне попадается то, что я хочу. Раздражает и пугает другое. О том, что она слишком та, что я хочу. Где гарантия, что слив моей информации не уйдет к каким-то злоумышленникам, которые тоже будут у них каких-то негативные желания. Я, на самом деле, я россиянка, переехавшая 3 года назад в Украину по идеологическим соображениям. Спасибо. Одна из причин переезда, она была связана с моей безопасностью. То есть то, что я была в списках врагов народа, это было видно по Фейсбуку, когда я писала какой-то политический пост. И если пост набирал там больше 200 лайков, то сразу же набегали тролли. Цукерберг, он должен отслеживать появление вот таких искусственных, скажем так, аватаров, пользователей. 7 лайков позволит сказать ваше предпочтение, 300 лайков расскажут о вас больше информации, чем родители знают. Це саме так і працює, і це веде до того, що вам показує те, що вам треба. Да. Це страшно, я знаю, віддавати інформацію про мене всі знають, але ви отримуєте назад якість за це. Я не бачу проблем. Осталось проконтролировать, чтобы не было слива. Мы все за. Да, все за. В России так или иначе пытаются вводить какие-то ограничительные меры со стороны государства, и тем самым происходит такое манипулирование массами. Я считаю, что в условиях гибридной войны Украина должна регулировать информацию, которая попадает в наши СМИ как минимум. Государство не должно регулировать нашу какую-то информацию, то есть мы должны ее сами уже фильтровать и делать для себя какие-то выводы. После запретов ВКонтакте наши граждане перестали сидеть там. Я знаю, что очень многие данные с личных сообщений уходили в правоохранительные органы Российской Федерации, и там возбуждались дела. То есть вот это какой-то шантаж и постоянное давление на них было. Если бы, наши власти работали не принципом запретить, как в Советском Союзе, а показывали именно преимущества и качество продуктов других, это бы работало лучше, чем просто тупорылые запреты соцсетей и тому подобное. Було б дуже круто, якби у нас був суперпрофесійний уряд, який може генерувати тонни якісного контенту, перемагати в інформаційній війні на всіх платформах ever. Але, на жаль, ми маємо, що маємо, і я абсолютно впевнений, що заборона ВКонтакті – це дуже корисний крок. Із того, що можливо було зробити, це те, що це принаймні те, найефективніше. Да, есть возможность обходить запреты технические, и поэтому... VPN там, да. Але з іншого боку, люди ледачі. За останні пару років користування ВКонтакті просто настільки драматично впало. Просто тому, що людям це незручно. Если человек себя считает ребенком, и он готов к тому, чтобы регулировали за него какую-то часть информации, то да. Но с точки зрения нас, взрослых, я не уверена, что это в долгосрочной перспективе будет плодотворно для самих людей. Но мне кажется, что у человека в интернете должна быть такая вот эта самоцензура, но это, может быть, это совместными усилиями можно сделать, некий этический кодекс пользователя, интернет-пользователя, да, в котором должно быть прописаны основные ценности и принципы человека, поведения, его
в соцсетях. Так. Ти не вважаєш, що інструкція для користувачів інтернетом звучить як якесь регулювання? Нет, я в том-то и дело, что я не про инструкцию, я говорю про свою собственную внутренний какой-то вот кодекс. Ну, как ты говорил, что хорошо, что плохо, чтобы каждый человек это понимал. Мне нравится теория общественного договора, по которой государство произошло как? Что люди договорились, что будет государство, и часть своих прав они отдали государству. Часть прав, не все. Я думаю, то же самое это должно быть в интернете. Да, Цукерберг должен взять на себя ценности безопасности. Да? Думаю, питання в тому, що ми маємо його змусити Да. поважати те, що ми вважаємо найбільшою цінністю. Тому що для нього цінність – це бізнес, це очевидно. Якщо ми, кожний другий скаже, Марк, нам потрібна безпека, для нас важливо, перша, безпека, два, там, приватність, от там і там, і, звісно, без реклами в месенджерах. І він знатиме, що ми серйозні щодо цього, і ми можемо цього добитися. Ну, не варто очікувати, що він сам до цього прийде.